Здравствуйте, мои дорогие люди! Как у вас дела? Здесь, на этом раскладе, вы можете узнать, что конкретно вы еще можете успеть до конца года. А видео будет, конечно, актуально тогда, когда вы его нашли. Не сомневайтесь, это общий расклад, но не нужно зацикливаться на слове «общий» или акцентировать это слово, да? Нужно акцентировать свой вопрос. Что бы вы хотели еще сделать до конца года? То, что я буду говорить, сложится в вашу личную картинку жизни из моих конкретных слов, как узоры, и что не нравится, что не подходит, можно отбросить за ненадобностью. Вы будете ощущать именно, какие слова будут к вам относиться и касаться. Это колесо года, вот это, будет левый расклад. Правый расклад Таро. Можно выбрать колоду, но для вас выгоднее смотреть все видео, и тогда в процентном соотношении вы сами поймете, что с одного расклада, а что из другого будет для вас работать. Ну, я начинаю. Итак, что конкретно для вас, для того человека, кто сейчас смотрит и задал свой вопрос, вы еще можете успеть до конца года. Беру 3 карты. 1, 2, 3. Карта Маг. Самая первая карта — карта Маг. Конечно, вы еще будете магом. Что такое карта Маг? Это когда все получается. Любой вопрос, который вы задали картам, на него ответ простой: да, да, да. Очень конкретное и твердое да. Нужно в это поверить, потому что карта Маг говорит: все получится. Вселенная сейчас полностью вся воодушевлена тем проектом, который перед вами, и вам окажет полное, стопроцентное содействие. Потому что карта Маг — это когда все получается, когда руки на месте, голова на месте, ноги в правильном направлении идут, когда есть все для успеха. И заметьте, для всех знаков зодиака. Потому что у Мага традиционно на столе все 4 стихии, а как я говорю, все 4 стихии есть у вас в гороскопе. Буквально все масти, все знаки зодиака у вас 100% сбудется то, что вы задумали до конца года, вы успеете это сделать. Вторая карта — это карта Колесница, и высшие силы вот торопятся вам помочь, оказать влияние, еще один старший аркан, оказать вам помощь, оказать вам поддержку, повлиять положительно, защитить. Кстати, карта Маг защищает от темных сил, от врагов, от недоброжелателей. Я уже не раз говорила, что враги, недоброжелатели — это люди, которые не живут своей жизнью, очень низкая энергетика, и нормальный, здоровый человек никогда не будет специально вредить другому. Поэтому если этот человек специально вредит, но он по-другому жить не умеет, зачем он вам нужен? Здесь вы избавляетесь. Кстати, Колесница тоже защищает от негатива, потому что это карта Солнца. Да, Фаэтон — это карта Солнца, если знаете греческую такую очень интересную легенду, как раз о том, что Солнцем грамотно нужно не то что даже управлять, а пользоваться, да, пользоваться нужно правильно, грамотно, и вашим солнечным знаком пользоваться грамотно, правильно. То есть астрология — это просто как древние понимали жизнь и объясняли ее, потому что это не вера, это, знаете, верю в астрологию, не верю. Астрология — это заметки. Тысячи лет записывали звездочеты в такие огромные книги. Вот это соответствует этому. И по наблюдениям, да, все науки древности — это по наблюдениям. То есть опыт, как все, опыт нужен. Вот. И поэтому астрология — это изучить себя и других людей, увидеть все разные люди, да. Все люди разные, у каждого свой алгоритм успеха, но высшие силы вам лично помогут именно ваши акценты поставить, ваши таланты продвигать, вашу красоту для того, чтобы отношения найти успешные, продвигать, показывать вас нужным людям, да, продвигать вас в профессии, чтобы вы зарабатывали. Кстати, по этой карте люди выздоравливают и зарабатывают очень сильный иммунитет, который противостоит любым болезням. Это очень хороший расклад. Третья карта. Это 4 меча, это карта предупредительная. Но, как всегда, знаете, любое счастье приходит, конечно, с условиями. И здесь условия этого счастья, которое точно будет еще до конца года. Не концентрируйтесь на негативе. 4 меча, знаете, она соответствует, такое в Писании, в христианском Писании есть такой пассаж, что любовь медленная на гнев. Вот эта 4 меча, она медленная на агрессию, да.
Если кто-то к вам агрессивен, будьте медленны на агрессию. То есть, на агрессию иногда нужно ответить агрессию, но будьте медлительны, дайте человеку как бы не то чтобы шанс, здесь это человек, который сделал какую-то агрессию, он даже поймет, что он не прав, если вы не сразу к нему проявите агрессию, а дадите ему шанс исправить свою ошибку. Это может быть касаться вашего любимого человека, который, может, вас обидел или агрессивно с вами поступил нечестно, непорядочно, может, он нарушил в чем-то ваш покой, нарушил между вами взаимодействие. Вот медленность на такой ответ, который он заслуживает, самый такой ответ прямой. Но вот когда вы медлите, вы даете ему понять, что вы его любите, да? То есть не сказать ни да и нет, а подождать, взять паузу. Это очень мудрый совет. Иногда нужно взять паузу, если дело не идет. И я здесь вижу, что у вас пойдет проект, если вы откажетесь от проекта, который не идет. Может, вы делаете 2-3 проекта на работе или, например, даже по уходу за собой, купили это и это. Одно работает, другое нет. Не давайте шанс опять тому, что уже себя проявило негативно. То есть используйте тот опыт жизни, который показал, вот, ой, это не работает, это было негативно. Но это с той позиции, что мы не зацикливаемся на том, что не сработало для нас. Или по работе, или по здоровью, или там в отношениях. Нет, мы не зацикливаемся, мы просто говорим, well, это не работало для меня, значит, я ему, в общем-то, не буду шанс давать, да, но что касается человека, здесь возьмите паузу. Например, пришел ваш любимый человек в расстроенных чувствах, разъяренный, ему кто-то небо испортил, а он не умеет держать все в руках, он на вас-то все выплеснул. Взяли дыхание, отошли в сторону, занялись своими делами. Если вы не сразу будете реагировать, скажете, а я здесь при чем, я не виновата, это вызовет новую бурю. Если вы так отойдете, человек подумает, боже мой, я с ангелом живу. Это первое, что он подумает. Второе, он подумает, какой я дурак, что я вымещаю свою злость на любимых людях. И вот эти все вещи сделают вашу пару еще крепче. Да? Это 4 меча. Или, например, на работе какой-то скандал, какие-то распри. На всех работах такое бывает. Нет хорошего коллектива 100% нигде. Потому что все люди разные на работе, и бывают всякие ситуации. Бывают наговоры, там всякие сплетни. Не берите ничью сторону здесь, да, будьте в нейтралитете. Вот эта карта нейтралитета. И тогда вот вам очень сильно повезет. Вот до конца года вы это все успеете. Я хотела сделать экспресс-расклад, но я сейчас беру одну карту, она мне так сильно открывается. Я себе говорю, что, наверное, не все хотят, чтобы так долго, но я честно выполняю то, что высшие силы говорят, вы же не обессудьте. Потому что, когда карта раскрывается, я же не могу сказать, хватит ей, да. 1, 2, 3. Я сделаю, наверное, несколько видео, чтобы вы могли разные видео посмотреть, разные советы получить на эту тему. Посмотрим. Итак, что Ленорман скажет вам, что вы еще успеете до конца года? Вот эта карта может открыть дороги, а может и закрыть, потому что эта карта развилка, она магическая. Она говорит, что какие-то дороги, которые для вас, реально не ваши. Как вы знаете, что дороги не ваши? Когда вы стараетесь, результата нет. По себе скажу, старалась в музыке 30 лет. Результат, конечно, был. Но это не мое, совершенно не мое. То есть в том понимании, что мне нужно было 30 лет все время очень интенсивно этим заниматься. У меня другие таланты были. Пример приведу, да. То есть я там не особо талантлива, допустим, да, и вы чувствуете, что в чем-то вы не особо, не ваше, вам тяжело это дается, вас это напрягает. И с одной стороны, это может быть полезно, как, например, я сейчас музыкальную терапию могу делать, я эту музыку уже вот так вот знаю, потому что это было не мое, мне нужно было очень честно это четко изучить, да. Так бывает часто, что вот если это не ваше, вы очень хотите понять это, вам открываются какие-то такие грани, которые никому не откроются. Но с другой стороны, пока вы будете вот это все раскапывать, эти грани у того, чем вы занимаетесь, это не ваше. Вы пока не идете по той дороге, по которой вам будет легко идти, и это ваша дорога. Здесь откроются дороги, не стоит жалеть о них, которые не ваши. И откроются те дороги, которые вам, по судьбе, вы кайфуете. Вот я карту читаю, я кайфую полностью. Это мое, да. Пример только привела для наглядности, не более, не менее. И здесь, знаете,
Иногда так бывает, что чтобы открылись нужные дороги, ненужные должны просто закрыться и им дать разбиться. Опять приведу свой пример. 30 лет работы в церкви, мне до сих пор снится эти мои перформансы с ногами. Я на пайповом органе, если кто не знает, играла. Это безумно трудно. Мне лично давалось эти ноги, эти много клавиатуры, эти много строчек, вот это все напряжение. И муж нашел мои туфли органные, специальные туфли такие, а там они все были, вот пот мой, они просто вот такие. Он говорит: боже мой, сколько было сил на это потрачено. Закройте эти дороги. Я закрыла эту дорогу уже несколько лет назад, но я до сих пор еще эти переживания у меня идут. Почему? Потому что вы много вложились. Закройте эти дороги, вам высшие силы помогут. И в данном случае я прошу высших сил, и у меня специальная молитва есть, где я прошу, чтобы мне больше, не было больно это все вспоминать, да. И наверняка у многих есть такие дороги, по которым нас на них другие люди, толкают, да. Если у вас такая ситуация, опять же, свой пример только привела для наглядности, позвольте высшим силам вам помочь. Потому что, да, ваша дорога не та, которую вы себе придумали, или ваши родители придумали, что вы талантливы в математике. Наняли вам репетиторов, а вы вообще парикмахером хотите быть. Там у вас талант, вы можете лучше, чем Зверев стричь, или там кто еще у них, Лисовец, не знаю кто. Вот, понимаете, да? И так бывает, что эти дороги должны закрыться, потому что это те дороги, по которым вам просто, неинтересно, что ли, идти. Это фантазии одни, это сплошные фантазии, что вы там будете великим математиком, да, как там Эйнштейн и все такие другие люди. Может быть, были бы, но это такой трудный для вас путь, потому что это не ваш путь. И ваш путь — это не тот, по которому вам хочется идти, да, как меня спросили в 15 лет: Лена, ты музыку любишь? Какой подросток не любит музыку? Смотрите, что люди делают на безумных концертах. Я не знаю, там и хорошее, и плохое есть. То есть подросток открывается через музыку, например, Нирвана возьмите, или Фредди Меркьюри. Мне это страшно интересно. Меркьюри лучший голос вообще когда-либо был, но один из лучших. Но что делается, когда это переживание подростка, да? Может, вы, когда были подросток, вы переживали, там, вот как-то открывались, думали, это ваше. И это были ваши фантазии, вас на эту дорогу вот направили родители там, или какие-то фантазии поп-звезды там, или еще что-то. И что получилось? Что вы шли по не своей дороге все это время, потому что по своему опыту эзотерики я скажу, что нужно делать не то, что хочется. Помните, по-моему, Лобковский: делать то, что хочется. Я как эзотерик скажу: нет, делай то, что получается и дается легко. То, что нужно. Не то, что хочется, а то, что я могу сделать. Вот это слово ключевое: не хочу, а могу. Потому что мало ли что, я сейчас хочу быть поп-звездой, но я, конечно, могу, но наверное, будет больше пародия, чем что. Наверное, не могу, потому что это все-таки уже, не мои интересы. А что я хочу сказать? Не то, что хочется. Помните, делай то, что хочется, у Лобковского. Я перефразирую это, я скажу: делай то, что получается, то, что можешь. Вот делай то, что можешь, и то, что легко дается. И это вот те дороги, которые откроются. Я хотела на 10 минут сделать видео. Дороги откроются до конца года. Вот, все это говорила, и карта говорит, правду говорила, потому что карта в профессии. Именно в профессии вы откроете себе новые дороги, новые пути, которые сделают вас счастливой, потому что вы будете делать, что получается. Не то, что хочется, не иллюзии, не то, что навязали другие, не то, что вы сами себе надумали, нафантазировали, а то, что получается. И это будет вам легко, девочки и мальчики. Мороз идет по моей коже, хоть очень тепло на улице. Это карта профессии, это карта якорь, карта профессии. Посмотрите этот расклад, и они уже понимаете, иногда карта вот так, да, но я еще не видно ее, она рубашечкой кверху, она уже мне открылась. Вот вам доказательство, пожалуйста. Карта профессии. Вот разбитая, разваленная башня здесь вот о том, что не иллюзия ваша, не иллюзия ваших родителей. Да пусть вам сколько угодно лет будет. Вы молоды, дай Бог вам много, 100 лет или 200 жить. Но не в этом дело.
Дело все в том, что даже в любом возрасте, 80 лет, вам 40 лет, 30 лет, 20, кто слушает меня 20 лет, вообще кто-то может жизнь поменять к лучшему. Потому что если бы мне вот кто-то сказал, кто-то помог, да, какой-то терапевт, или вам тоже помог в молодости, жизнь бы у нас с вами по-другому сложилась, правда? И меньше было бы седых волос на голове преждевременных. То есть вот эта карта говорит, разбитая башня, говорит, не жалейте в работе, что не выходит. У вас будет новое замечательное дело, вы будете кайфовать, пока его делаете, будете очень богаты. Ну вот, хотела сделать серию видео по 10 минут, но немножко больше это, я надеюсь, вам все равно недолго. Вообще вы здесь отдыхаете, вы здесь расслабляетесь, вы здесь получаете советы на будущее, вы здесь разговариваете со своим подсознанием, со своим космосом, со Вселенной, со своими ангелами, со своим родом. В общем, здесь только плюс. Это прекрасное времяпровождение для отдыха. Так что, на мой взгляд, длительность видео не так важна. Ну, а я со своей стороны хочу сказать, что я вас люблю и обожаю. Вы для меня родные люди, поэтому я делаю расклады. Если хотите быть для меня родным, вы знаете, что делать. Прямо сейчас нажмите подписаться. И это будет для вас полезно и выгодно. А также оцените мою работу пальчик вверх или вниз прямо сейчас. Хозяин-барин, приятно быть барином, приятно быть арбитражем, или как это, арбитром, оценщиком. И это здорово. Оцените мою работу, пожалуйста. А я знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. Желаю вам счастья, $1 миллион, $1 миллион друзей, среди которых и мне местечко, я надеюсь, найдется. До новых встреч!